无耻之徒！果然体恤手腕。是时候考虑一下我。你将是我的太子妃。Хуэйхао довольно ожесточенно сражался с целой стаей волков и, наконец, заполучил 4-е кольцо от их главаря, короля Серебряных Волков. Взяв на себя всех врагов, таким образом Хуэйхао спас своих товарищей Цзюйцзи и Кэкэ. В целом это противостояние и борьба Хуэйхао очень понравились. На этот раз он справился без поддержки Ледяной Императрицы или Шелкопряда. Надо же учиться полагаться лишь на свою собственную силу. Король Серебряных Волков оказался крепким орешком. Он выдержал 2 мощных атаки Хуэйхао и даже умудрился сломать его навык имитации, то есть пробил ментально иллюзию Хуэйхао. Не зря говорится, что король Серебряных Волков способен противостоять мастерам уровня титулованного. Конечно, сюжет был сильно изменен в сравнении с оригиналом. Согласно первоисточнику, сначала Хуэйхао победил короля волков, поглотил его кольцо, на что ушло пару дней. Потом, уже имея 42-й ранг, стал искать Апельсинку и Кэкэ. Найдя их, он обнаружил, что его соученицы в Вездеходе столкнулись с яростным нападением остальных волков. Кэкэ, понимая, что вот-вот умрет, активировала все свои духовные инструменты на самоуничтожение. Хуэйхао спас их от волков, однако в результате взрыва Вездехода он получил почти смертельные травмы. Цзюйцзи едва спасла Хуэйхао от смерти. По сути, в оригинале он не просто отвлек на себя волков, как это было в серии. Нет, Цзюйцзи и Кэкэ были обязаны ему жизнью, притом дважды. И это влияет на дальнейший сюжет. По этой причине Цзюйцзи всеми силами пыталась помочь Хуэйхао, которого арестовала императорская семья. А также после того, как Хуэйхао спас ее и Кэкэ, Цзюйцзи поняла, что влюбилась в Хуэйхао. Да, Хуэйхао схватили и подвергли жестоким пыткам. Глава Цзэн Хунчэнь, естественно, начал бить тревогу. Если с Хуэйхао что-нибудь случится, ученики по обмену, что сейчас в Академии Шрека, тоже пострадают. А это Сяо Хунчэнь и Мэн Хунчэнь. Хуэйхао был слишком важен. Цзэн Хунчэнь гарантировал его безопасность. Согласно трейлеру, будет много необычных сюжетных поворотов. Принц Сюй Тяньрань не только властно спас Хуэйхао, но и Апельсинка официально бросила учебу в Академии и присоединилась к армии. В то же время Хуэйхао воспользовался возможностью, чтобы шантажировать Цзэн Хунчэня. Он успешно вошел в зал выдающихся добродетелей, чтобы учиться, а секта тела возглавила сильную скрытую атаку. Итак, начнем с самого начала. Хотя императорский патруль арестовал Хуэйхао, его даже не допросили, а прямо начали пытать. В конце серии ему угрожали, что используют кол дракона. Но действительно ли Хуэйхао может навредить такой урон? Согласно оригиналу, за несколько дней его раны практически полностью исцелились. Даже произошло незначительное увеличение духовной силы. Никто не знал, что ранее он впитал золото жизни. От его ран не осталось даже шрама. Хуэйхао был привязан к столбу, а сзади внезапно появился короткий нож и воткнулся в спину. После чего у Хуэйхао текла кровь и боль была невыносимой. Глядя на это, можно подумать, что все, конец Хуэйхао. Однако на самом деле он всех провел, и он сделал это намеренно. Хуэйхао специально позволил этому ножу ранить его, только потому, что он почувствовал, Цзэн Хунчэнь идет, чтобы спасти его. Когда Цзэн Хунчэнь увидел серьезно раненого Хуэйхао, он пришел в ярость и тут же преподал королевскому стражнику урок. В конце концов, личность Хуэйхао была необычной. Если он пострадает, неизвестно, смогут ли Сяо Хунчэнь и Мэн Хунчэнь вернуться в целости и сохранности из Академии Шрека. Хуэйхао воспользовался возможностью и устроил драму. У Цзэн Хунчэня не было другого выбора, кроме как позволить Хуэйхао войти в зал выдающихся добродетелей, чтобы изучить секретные технологии. Ведь самая передовая технология инструмента в Империи Солнца и Луны находится не в Императорской Академии, а в зале добродетелей. Именно здесь Хуэйхао получит настоящие знания. Но заслуга в спасении Хуэйхао не только Цзэн Хунчэня. Цзюйцзи после ареста Хуэйхао быстро отправилась во дворец и встретилась с наследным принцем Сюй Тяньранем. Хотя он был калекой и сидел в инвалидном кресле, от него исходило спокойствие и властная аура. Он имел особое отношение с Цзюйцзи. Первым, кто спас Хуэйхао, был Цзэн Хунчэнь. Когда он ушел с раненым Хуэйхао, прибыли Цзюйцзи и принц Сюй Тяньрань. Разгневанный принц был безжалостным. Он приказал убить виновных. Несколько ведущих членов королевского патруля были убиты, а тем, кто это сделал, был титулованный. Он выглядел как призрак, и даже не видя ясно его фигуры, он убил всех в королевском патруле. Причем метод был настолько жестоким, что не осталось даже костей. Из анонса видно, что Хуэйхао во главе с учителем Сюань Цзэвэнем поднимается на лифте в секретную базу под землей. Хуэйхао также получит собственный стол, где он сможет изучать технологию механизмов. Время прошло быстро, и спустя несколько месяцев произошел мощный взрыв, который свидетельствовал о нападении секты тела.
Это будет захватывающее противостояние. Также, как мы уже говорили, Цзуйцзы покинула Имперскую Академию. Она попрощалась с Хуихао и довольно долго не появится, пока не разразится война. Напишите в комментариях, как вам эта битва Хуихао. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и всем пока.